Так, это у нас сюда. Ух ты. Так, поправим горизонт. Так, это у нас так. Что-то у нас тут... Да. Так. Ага. Всем привет. Так. Кто уже видит, кто уже смотрит. Сейчас я себе тут все настрою. Угу. Так, это нафиг, да снова. Туда же. Ага. Так, это сюда. Сообщения все. Так, звук. Так, снова здравствуйте. Все, кто пришел. Так, и все, кто, соответственно, смотрит все это хозяйство в записи. Так. Ну, в принципе, накопилось уже достаточно всякого, статистики и так далее и тому подобное. Сейчас прошелся, посмотрел. Во дворах гуляют дети, в том числе без родителей. Пацанов двух спросил, я говорю, что, мамка с папкой в курсе? В курсе. Я говорю, блин, если вас поймают, их оштрафуют. Да, мы, говорит, знаем. Нас, говорит, не видят. Ну ладно, хорошо. Их не видят, замечательно. Так. Значит, сразу скажу. Давайте таким образом. Я озвучиваю информацию, которая в основном от меня, в первую очередь. Есть достаточно много информации, которая идет, например, от Делягина. Михаил Геннадьевич Делягин, экономист, достаточно известный, вот, который этой темой тоже, значит, интересуется достаточно подробно, который точно так же считает, что на самом деле это коронабесие. Вот. Ну да, болячка, да, достаточно тяжелая, но эпидемии нет, а то, что есть, по большому счету, это психоз. Массовый, наведенный психоз. Все. Он информацию находит, он информацию выкладывает. Я эту информацию, если что, дублирую, например, у себя на странице ВКонтакте. Эта информация дублируется, соответственно, ВКонтакте в моей группе. Вот. Николай Геннадьевич, администратор мой, сейчас даст, соответственно, ссылочку в чат. Вот, на группу, как минимум. Плюс ко всему, у меня есть сайт, кто не в курсе, где очень много разной, нужной, в разных случаях для здоровья информации. Вот. Заходите, читайте, пользуйтесь на здоровье. Так, давайте сейчас разберем кучу мифов, которые, значит, нам рассказывают СМИ. СМИ зачастую пересказывают, не понимая того, что они говорят. СМИ зачастую пересказывают, искажая информацию. СМИ зачастую публикуют информацию слово в слово врачей, которые тоже не понимают, что они делают и что они говорят. Таковых в последнее время достаточно много. Поэтому возникает много глупостей, чуши и бреда. Вот. Любая информация, которую мы получаем, любая информация, которую мы передаем, устно, письменно ли, зависит в первую очередь от точности. Точность, соответственно, передается правильным использованием терминов. Вот. Понимаете, можно ведь по-разному сказать. И собеседник будет думать там, что ты сказать-то хотел. И вообще думать одно, а ты хотел сказать другое. В русском языке, если кто не в курсе, я напоминаю, синонимов как таковых нет. Есть слова, похожие на синонимы, есть слова со схожим смыслом. Понимаете? Но слов, которые дублируют друг друга, у нас в русском языке нет. Каждое слово – это конкретный термин. Так вот, поехали.
Значит, как нам тут написали, значит, про бессимптомных больных. Вот. Очень многие больные, они без симптомов, болезнь протекает без симптомов и так далее. Нет, еще раз, что такое болезнь? Болезнь, вот, без симптомов протекать практически не может. Понимаете? Либо она есть, это самая болезнь, в таком случае мы будем наблюдать определенную симптоматику. Эта симптоматика может быть явная, когда, например, там из носа течет, глаза красные, значит, человек чихает, кашляет. Может быть скрыто это протекание, понимаете? Но симптоматика в любом случае будет. Бывает скрытое протекание болезни. Скрытым протеканием болезни, например, характерны сифилис, может скрытно протекать. Но если вы сдадите анализ, будет чего? Во-первых, реакция Вассермана положительная, раз. Второе, обязательно найдут деструктивные изменения в организме. То есть симптоматика присутствует. Вот. Раз. Второе. Значит, понимаете, опять же, как сказать, борьба иммунитета с болезнью, это как раз таки и есть проявление этой самой болезни. У нас бывает бессимптомное протекание, например, туберкулеза. Но, опять же, что относить? Если посмотреть, симптоматика там присутствует. Понимаете, когда говорят бессимптомное протекание, это оксиморон. Этого в принципе быть не может. Вот. Может быть скрытое протекание, неявное протекание болезни, но бессимптомного не бывает. Вот. Сейчас, одну секундочку. Мне пытаются, значит, до меня достучаться мои родные, близкие. Вот. Да. Понимаете, вот здесь вот скрывают в этом всем, пытаются, как сказать, скрыть. Вот в этом вот, когда говорят, значит, что бессимптомное протекание, что человек является носителем. Это в медицине нормально, когда человек сам не болеет, но является носителем. Еще раз, 90% людей, в некоторых местностях до 100% людей являются носителями туберкулезной палочки. Это не говорит о том, что они этим болеют. Не, ну можно, конечно, сказать, что они больны, раз они содержат в организме, значит, вот эту палочку, они болеют туберкулезом. Поэтому их надо запереть и штрафовать, если они вылезут на свет Божий. Понимаете? Значит, вот штука какая. Нет, так хуже, наверное. У меня солнце, окно слева, да. Вот. Вот в чем дело. Понимаете, пытаются, вот учитывая, что вот эта массовая истерия нагнетается старательнейшим образом, СМИ используют для этого интонационную подачу, понимаете? Они определенным образом меняют кадры. То есть, если вы внимательно посмотрите, сопоставите, примерно таким же образом снимаются фильмы ужасов. Вот один фильм вы смотрите, это комедия, это смешно, легко и так далее. Другой фильм вы смотрите, это фильм ужасов, там с первых кадров, вы понимаете, что надо бояться. Почему? Определенная смена кадров, ритмика кадров, определенная ритмика речи, определенные, значит, цветовые фильтры используются и так далее. Вот наши СМИ используют как раз таки вот эту вот подачу, картинки, для того, чтобы пугать. И словосочетание используют непосредственно для того, чтобы пугать граждан.
Как, блин, вот это все страшно, вы должны бояться. Я не знаю, то ли у них команда такая, то ли, значит, они сами вот это хозяйство используют для того, чтобы рейтинг себе делать. Мне сложно судить об этом всем. Я говорю о том, что вот это вот, оно присутствует. И человек начинает бояться. В том числе используются вот эти вот выражения. Понимаете, когда надо сказать, что человек является просто носителем, и объяснить, что так-то это вообще-то нормально. Да, это может быть абсолютно нормально. Да, но используется фраза непосредственно бессимптомное протекание болезни. В некоторых случаях бывает бессимптомное протекание болезни, человек может даже вылечиться, выздороветь. Это бывает крайне редко, и обычно это бывает тогда, когда у человека иммунитет отсутствует в принципе. То есть нет иммунного ответа, нет иммунной реакции организма на наличие возбудителя в организме. Да, все. Например, зачастую бессимптомно протекает рак легких, вот, практически до упора, когда человек уже начинает все загибаться. А так ничего не болит, человек не кашляет, все прекрасно, все замечательно, вот. Но переболеть просто так он не может, он от этого умирает. Изначально скрытно протекает, например, может протекать сифилис, не остро, а сразу с переходом в хроническую форму, опять же, когда иммунитет очень низкий. И внешняя симптоматика проявляется, что называется, когда нос проваливается. Понимаете? Такое бывает. Вот. Но это заканчивается обычно, всегда, гибелью. Скрытое протекание болезни заканчивается гибелью, потому что низкий иммунитет. Если иммунитет сильный, значит, нет иммунной реакции организма, потому что иммунитет очень сильный. Ну, что называется, проникла диверсионная группа противника на нашу территорию. Значит, наши контрразведчики ее быстренько вычислили, локализовали, уничтожили. Есть дым, взрывы, там, пожарище, канонада? Нет. Быстро, легко, используя всю мощь государства. Все. Была война? Нет, не было войны. Понимаете? Не было войны. И здесь все то же самое. Когда сильный иммунитет, появляется какая-то зараза, организм ей быстренько голову скрутил, все, на этом все успокоилось. Есть протекание болезни? Нет протекания болезни. Именно так иммунитет и должен действовать всегда, когда он достаточно сильный. Понятно, да? Поэтому не путайте, значит, палец с, с другим продолговатым предметом. Вот. Понятно, да? Раз. Второе, поехали. Значит, смотришь, значит, на это все хозяйство. Так, народ бегает, скупает лимоны, имбирь. Не, поначалу, конечно, было смешно, интересно на это все хозяйство смотреть. Вот, одни задирают цены, другие, значит, ломятся, невзирая на цены. Все это дело скупают, жрут и так далее. Значит, поэтому давайте рассмотрим свойства имбиря. Имбирь. Вообще про имбирь, опять же, начал рассказывать достаточно так массивно, активно я, если на то пошло. После меня, значит, про имбирь начали там подхватывать другие. Все это дело старательно раскручивая, придавая ему кучу, значит, не свойственных ему функций там и так далее и тому подобное. Вот. Значит, еще кто-нибудь мне сейчас напишет в Viber, блин, буду материться в прямом эфире. Значит, да, про имбирь, отвлекает. Так вот, имбирь это у нас родственник нашего хрена,
вот, характерен в первую очередь наличием веществ, которые расщепляют слизь. Понятно, да? Поэтому в первую очередь имбирь нужен тем, у кого, например, заложенность бронхов. Человек не пьет много воды, поэтому у него скопление слизи, ну поэтому ему, да, имбиря и много чая. Раз. Второе. Когда у человека гайморит, например, когда следствием гайморита у человека, например, воспаление лицевого нерва. В этом случае надо не просто много воды, желательно с имбирем чай, зеленый, значит, с имбирем. Имбиря свежего корня, натертого на терке, чайная ложечка буквально на бокал, больше не надо. Фанатеть там не надо, хороший фильм, вот, ноги в тазик с горячей водой, подливая кипяточку регулярно, да, значит, и сидеть кружка за кружкой, литр за литром вот этот чай пить. Причем не сладкий категорически, вот. Если вдруг этот чай начал казаться уже противным, значит его надо подсолить. Да. Все. Понимаете? Расщепляет слизь. Блин, при вирусе-то каким это местом? Там и так из носа течет по полной программе. Понимаете? Там имбирь нафиг не нужен. В принципе, он там не помогает. Никаким местом он там не помогает. Если вы хотите использовать эфирные масла, ну, ради бога, купите себе, блин, звездочку вьетнамскую. Используйте. Блин, прекраснейшая вещь в этом плане. Вот. Надо мазать вот здесь, вот возле крыльев носа, там кончик носа можно намазать. Вот. Чтобы у вас на вдохе всегда были вот эти вот эфирные масла. Присутствовали здесь. Понимаете? Например, раз. Можно использовать масло чайного дерева. Опять же, как эфирное масло, да, мазать под носом чисто намазать, значит, в носу не надо, будет так же, как от звездочки. Вот, намазал под носом, все, и поскакал. Не надо использовать лавандовое масло, блин, а то начинают, говоришь конкретное масло использовать, начинают использовать все остальное. Да, хочется материться. Лавандовым вы сожжете себе быстрее кожу, вот, а эффект конечный будет, ну, такой же, как от масла чайного дерева. Понятно, да? Вот. Я говорю конкретно масло не потому, что я не знаю про другие масла, а потому что, наоборот, я про них хорошо знаю. Если бы лучше работало пихтовое, я бы так и говорил. Если бы лучше работало розовое масло, я бы так и говорил. Но лучше всего работает масло чайного дерева. Все. Понятно, да? Вот. Хрен не исчезнет, во всяком случае, хрен уже можно копать. На огородах уже можно копать хрен вовсю. Вот. Значит, поэтому, соответственно, возникает вопрос, а что, собственно, надо при, там, допустим, коронавирусе, при, допустим, пневмонии и так далее. Значит, во-первых, чеснок килограммами. Но там уже, да, именно чеснок, именно килограммами, есть его много в сыром виде. Не глотать целиком, зубчиками, в этом случае он работает строго в кишечнике у вас, а именно его надо жевать, да. Значит, раз. Клюква, два. Поймите простую вещь, я уже много раз рассказывал, здесь повторю. Если есть глисты в бронхах, в легких, будет воспаление легких. Если нет глистов там, не будет воспаления легких. Для того, чтобы случилась пневмония, надо, чтобы в одно время, в одном месте сошлись несколько факторов. Понимаете? И в том числе, в обязательном порядке должны быть гельминты. Если гельминтов нет, у вас будет все в порядке. Скорее всего. Надо будет очень постараться для того, чтобы вас заразить пневмонией. Причем именно инфекционной пневмонией. Когда люди летом заболевают пневмонией, вдруг на ровном месте, да, ну не простуда же, ну не... А почему? Ну потому что по весне как раз хапнул этой заразы,
и вот оно, пожалуйста, развилось. Ну не простужался, понимаете? Ну нельзя, попив холодное, заполучить пневмонию. Нет, механизм другой. Другой. Ясно, да? Поэтому чеснок, поэтому, значит, клюква. Клюква аккуратно, много ее не надо, там не больше стакана в день, полстакана в день выше крыши, горсточку, в принципе, тоже достаточно. Просто потому, что она кислая, и очень быстро у вас взвоют почки. Вот, от этого. Поэтому вода ведрами. Соответственно, вода ведрами для того, чтобы у нас легкие имеют как бы две основных системы защиты, если уже туда что-то попало. Защита первая. Значит, чисто механически они содержат внутри, вот там волоски. Видели, как инфузория туфелька работает, веслами гребет? Вот такое же вот там присутствует вот эти вот движения, и механические частицы, слизь постоянно выталкивается, выводится наверх, 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 наверх. Когда начинается отек легких, тогда волоски начинают касаться друг друга, или вообще стенки начинают касаться друг друга. Возникает кашель. Вот. И точно так же кашель призван механически выводить то, что там находится. Почему кашель сухой, изнуряющий? Потому что отек. Потому что стенки касаются. Понимаете? Поэтому слизи там даже нет. Там мокроты даже нет. Не присутствует. Поэтому кашель сухой. Но есть отек, стенки касаются. Отек, запомните, зарубите себе на носу. Перестаньте искать в Википедии. Википедия это выморали несколько лет тому назад. Отек это локально избыток воды в каком-то месте, локальный избыток и общая нехватка воды в организме. Понятно? Если брать в общем и целом, отек это следствие обезвоживания. Транспортной системой работает у нас вода. Кровь это вода, в которой растворены полезные вещества и плавают агенты крови. Это транспорт, который приносит полезные вещества и уносит. Ненужные вещества перед тем, как быть выведенными, должны быть растворены. Если емкости растворителя недостаточно, ну, все же, наверное, растворителем баловались в свое время, в какой-то момент растворитель перестает нормально растворять, и он просто, ну, разжижает, да? А вот эта вот фигня, она остается какой-то густой. Надо растворитель это добавить, чтобы стало пожиже. Еще добавить. В какой-то момент вода перестает просто-напросто эффективно вбирать в себя, растворять вот эти вот лишние ненужные вещества. Понимаете? Для того, чтобы снова, надо же добавить воды. Надо добавить воды. Значит, почки от излишней воды не страдают. Это фильтр. Фильтру всегда выгодно и удобно, когда фильтруемая жидкость чистая. Запомните это раз и навсегда. Вот. Поэтому любой отек возникает всегда и проходит всегда. Отек это граница вообще. Вот здесь вот у вас норма, вот здесь обезвоживание, посередине отек. Когда вы проходите в сторону обезвоживания, в сторону нормы, понимаете, вы всегда будете проходить через отек. Если возник где-то отек, я не знаю, на морде лица, вот, или где-то еще, это говорит о том, что вы смещаетесь в сторону обезвоживания. Этот орган, в данном случае легкие, например, начинают забирать воду из всего остального организма на себя, для того, чтобы растворить вот эту вот гадость. Потому что там не сам по себе вирус или вот эта вот зараза, значит, инфекция страшны. Она страшна тем, что она производит, эта сволочь. Понятно, да? Продуктами своей жизнедеятельности. Их надо выводить. Это яд для нас. Выводить, только растворив водой. И это второй механизм очистки. Понимаете? Там есть у нас тонкая слизистая, очень тоненькая, на которой живет чуть-чуть немножко микрофлоры.
Эта микрофлора легко подавляется именно гельминтами. Почему дисбактериоз практически всегда вызывается либо гельминтозом, либо иным отравлением, например, антибиотиками. Запомните это. Именно когда микрофлора в легких перестает справляться со своими обязанностями, уничтожая ту инфекцию, которая туда попадает, тогда начинается пневмония. Поэтому воды, ведрами. Ведрами. Понятно, да? Надо пить, чтобы не допустить отека легких. Но при этом надо следить. Если вода вам начинает казаться противной, значит ее надо либо подсаливать, либо подкислять яблочным уксусом, либо чередовать и то, и другое, подбирать для себя необходимое соотношение вот этого вот. Потому что когда вы начинаете пить далеко свыше нормы, да, вы начинаете менять плотность электролита вашей крови. Кровь ваша — это электролит, солевой электролит. Плотность электролита надо поддерживать для того, чтобы аккумулятор-то не сдох совсем. Понятно, да? Вот. Дальше поехали. Значит, что еще требуется легким? Легкие, все знают уже, кто меня смотрит, кто меня читает, о том, что печени нужен лецитин. Я уже объяснял, потому что это паренхима. Вот. Паренхима – это фосфолипиды. Общее название фосфолипидов – это лецитин. Значит, легкие – та же самая паренхима, ребятки, если что. Та же самая паренхима. Поэтому для поддержания жизнедеятельности легких, для восстановления легких вам требуется лецитин, фосфолипиды. Организм это все в состоянии производить сам, но, извините, в микроскопических количествах. Иначе он рискует разрушить сам себя в процессе производства. Значит, продукты питания лецитин не содержит. Нельзя, как некоторые идиоты рассказывают, там термообработкой продуктов питания вы, значит, уничтожаете лецитин. Бред! Лецитин производится из продуктов питания в нашем организме. Понятно, да? Он производится. И для его производства используется вырабатываемый там же в организме ацетон. Поэтому я и говорю, что нельзя, организм не может произвести лецитина много, потому что много этого растворителя в организме вредно, он сам растворится. Понятно, да? Поэтому... А вот потреблять лецитин, например, извне, он продается в аптеках, в магазинах здорового питания. Да, дорого, да, местами попропадал вообще. И так далее. Значит, но потреблять лецитин ложками можно, если его купить. Понятно, да? Вот. Яйца, да. Значит, яйца содержат фосфолипиды. Но, еще раз, вы не сможете, кроме фосфолипидов, яйца содержат кучу других веществ. Ваш организм очень быстро скажет «бе». Это уже проверено. Поэтому лецитин в чистом виде, да, пожалуйста. Лучше всего гранулированный, потому что порошковый сволочь слипается, прилипает во рту ко всему подряд, становится просто противно его употреблять. Так, значит, дальше. Это я сказал. Так. Так. Значит, да. То, что происходит вокруг, это у нас истерия. Это фактически психологически направленный психологический прессинг со стороны СМИ, со стороны правительства. Я так понимаю, учитывая, значит, те меры, которые принимаются,
Я понимаю, что наше правительство достигло уровня некомпетентности. Вот. И сейчас, по большому счету, искренне, откровенно разносит страну в хлам. Вдребезги пополам, что называется. Потому что те меры, которые у нас присутствуют, они направлены, как я уже не раз говорил на стримах, не на поддержание, не на сохранение, не на улучшение состояния здоровья граждан, а наоборот на ухудшение. Значит, из последнего распоряжения, значит, заново сформулированное, да, собакам разрешено выгуливать одного человека, не более чем одного человека, значит, на расстоянии не дальше 100 метров от дома. При этом человек должен быть на поводке, человек должен быть в наморднике, человек должен быть с документами. Жаль, что не дописали привит от бешенства. Понятно, да? Значит, если человеку для того, чтобы выйти из дома, требуется собака, это говорит о том, что эта собака гуляет с человеком, а не человек с собакой. Вот. С собакой гулять можно, с детьми нельзя. Это абсолютный бред. Значит, ехать в троллейбусе, в метро можно, в парк выйти нельзя. Это бред. Гулять с палками можно, без палок гулять нельзя. Понимаете, это бред. Ездить на велосипеде и бегать можно, ходить пешком нельзя. Это бред. Понятно, да? И вот эти вещи, они абсолютно ведь искренне пишутся. Значит, не знаю, как у нас здесь в Удмуртии в штабе, вот это вот от коронавируса, но в Москве в штабе нет ни одного вирусолога, ни одного эпидемиолога. Там присутствует врач, бывший гинеколог. Это о чем-то, наверное, говорит. Нет ни одного внятного распоряжения главного санитарного врача России. Понимаете, то, что, например, я вижу высказывания врачей, они все говорят о том, что эпидемический порог не достигнут нигде вообще в России, в принципе. Для того, чтобы достичь эпидемического порога в Удмуртии, здесь 1 200 000 населения, должно заболеть этой заразой 51 000 человек. Во всей России больных 40 000. В России, если что, примерно 134 миллиона человек. Ну, вместе с неучтенными мигрантами 136 миллионов. Ну, 140, может быть, миллионов. Не суть. Понимаете? Когда был птичий грипп, в нескольких городах России объявляли карантин реально. Там не хватало койко-мест. Сейчас койко-мест хватает. Везде хватает. Не хватает специалистов. Вот специалистов не хватает. Это можно больницу построить за 3 недели. А специалиста за 3 недели не подготовить. А всех ведь разогнали к чертовой матери. Я в свое время, значит, у меня сестра болела Боткина. Естественно, лежала с матерью, значит, в больнице инфекционной. Мы с отцом туда ходили. Я удивлялся, что там пустынно. Вот. А у людей никого нет. Спрашивал отца, нафига? Отец у меня был человек военный, он мне так и сказал. Это на тот случай, если вдруг будет какое-то заражение, какой-то заразой массовое, если будет эпидемия. Эти койко-места рассчитаны конкретно на эпидемию. А сейчас, да, они пустуют, потому что эпидемии нет, и слава богу. Понятно, да? Это был умный, здравомыслящий человек. Нынешние правители этим свойством похвастаться не могут. Поэтому они уничтожили к чертовой матери все койко-места. А что это они у нас простаивают? Нахер они нам не нужны, понимаете? Вот в чем дело. Значит, после такого прессинга, какой сейчас проходят люди, люди будут очень сильно внушаемы.
Потому что сейчас ломается их естественный защитный психологический барьер. Когда человек не хочет, чтобы ему что-то внушили под гипнозом, ему невозможно внушить это даже под гипнозом. Когда человек соглашается на гипноз, некоторые все равно даже подсознательно не хотят быть загипнотизированы, и их нельзя загипнотизировать. Когда человек не хочет, чтобы ему что-то внушили, ему нельзя это внушить. Но если на человека давить вот так психологически достаточно длительное время, вот этот барьер психологический у человека ломается. Я смотрю, например, на примере некоторых людей. Значит, охранница в аптеке, куда я, значит, захожу, первое время она была без маски. Потом ее заставили надеть маску. Сейчас я зашел, то есть прошло у нас сегодня 18 число, да? У нас прошло практически сколько, месяц, полный, да? Прошел полный месяц, как ввелись вот эти все мероприятия, начались вопли. И она меня спрашивает, а вы что, так и не носите маску, да? Понимаете? Слева ус торчит. Так, начальству в жопу не заглядывают, пошел вон. Понимаете, она меня спрашивает, так и не носите маску? Я говорю, что надо? Ну, инфекция же. Понимаете, вот на моих глазах произошло. Она сначала действительно не понимала, зачем это все. Потом ее заставили, и теперь она искренне считает, что это надо. Хотя вокруг у нас не валяются трупы, у нас нет эпидемии. У нас нет роста смертности. В Удмуртии на сегодняшний день заражено 62 человека. Умерло 3 человека. Вылечилось 6 человек. 3 человека умерли, про всех конкретно сказали. Это люди, значит, 59 лет, 62 года, 68 лет. То есть это все те, кто по большому счету по статистике и так должен умереть. Почему в России низкая смертность по сравнению с той же самой Италией, например? Да потому что у нас нет столько долгожителей, как в этой Италии. Для нас возраст у мужика 80-90 лет это долгожитель, блин. У нас средний возраст, когда люди умирают, 59-64 года. Для мужчины средний возраст. Понимаете? У нас люди просто не доживают до вот этого возраста. Все. Они умирают раньше от других причин. Поэтому у нас нет столько старых. А эти старые не ведут столь активный образ жизни, как в той же самой Италии, например. Они сидят сейчас по домам. Поэтому у нас, да, настолько низкая смертность. Всего-навсего. Так. Понимаете, то, что происходит сейчас, то, что нам вот это вот внушают, рассказывают, есть в психиатрии термин такой газлайтинг. Была такая пьеса «Свет газовых фонарей» или «Свет газового фонаря», как-то так. Значит, там происходит такая вещь. Мошенник женился на женщине, значит, и для того, чтобы завладеть ее богатством, он ее сводит с ума. Он ее убеждает, что то, что она видит, на самом деле она видит неправильно. Он ее постоянно убеждает, что то, что она думает, то, что она видит, это все неправильно. На самом деле все по-другому. Он ее сводит с ума таким образом. В психиатрии это так и назвали, газлайтингом. Это считается психологическим терроризмом. Это считается одним из самых страшных преступлений. Фактически на сегодняшний день руководство нашей страны занимается именно этим. Вот и все. Потому что есть исследования уже американцев, есть исследования немцев. Немцы вообще молодцы в этом плане. Есть конкретные исследования швейцарцев. Значит, в Швейцарии есть центр изучения идеологии.
То ли этот центр был создан, когда, значит, еще с Советским Союзом боролись, то ли, значит, когда с американцами начали бороться. Не суть. Они изучают воздействие идеологий, внушений и так далее. То есть они борются с теми самыми фейками, информационными фейками. Значит, ребят, я не буду сейчас вот это все хозяйство пересказывать просто-напросто. Делягин взял информацию оттуда, результаты исследований, перевел это хозяйство на русский и озвучил. Значит, что у меня на странице, что в группе, это поставлено, это выложено. Там конкретно, что это фейк, вот этот вирус, это фейк и так далее и тому подобное. Понимаете, вывод этих швейцарцев конкретно такой: эпидемии нет, смертность не превышает обычного уровня и соответствует естественному уровню смертности. В Америке чуть-чуть больше, как я и говорил, за счет того, что стало умирать больше сердечников, потому что эти бедолаги умирают из-за страха, из-за паники. Страх и паника действительно убивают людей, а не этот вирус. Еще раз, значит, повторяю, смотрел, значит, немцев, исследования немецкие. Там конкретно вирусолог говорит, по нашим подсчетам смертность от коронавируса составляет от 0,07% до 0,37%, смотря как считать. Тут же, значит, говорит патологоанатом, который вскрыл, из 50 там были вспышка коронавируса, у них там зараженные туда-сюда, откуда вообще там в одной из местностей все пошло. 50 человек умерло, вот. Он вскрыл 44 тела. Ни один из этих 44 не умер именно от коронавируса. У всех были куча заболеваний, от которых они, собственно, умерли. Ну да, этот вирус сыграл, может быть, роль спускового крючка. Но спусковым крючком могло послужить все, что угодно. Понимаете? Ссора с женой, неправильно позавтракал, где-то понервничал. Когда человек находится на грани смерти, он об этом, во-первых, может сам не знать. Как там говорится, тромб оторвался, бам, все, чувак умер. А внешне был такой замечательный и здоровый. Как я уже сказал, рак легких протекает практически бессимптомно, потом готовченко. Если нет феррана, если нет, значит, конкретных методик под рукой, вот, как, например, у Куренкова было, Сергея Петровича. Понимаете, тогда, оп, все. Ну, тот вылечился сам. Самостоятельно тоже можно вылечиться, что угодно. Кто-то умер от кровоизлияния в мозг, кто-то умер, значит, непосредственно от проблем с сердцем и так далее. Как вот у нас в Удмуртии, еще раз, 3 человека умерло. Сами врачи говорят, что они все умерли от других заболеваний. Да, они болели коронавирусом. Но умерли они от другого. Не от коронавируса. Они были больны коронавирусом, но умерли они от другого. Можно взять и вот так вот за ноздри притянуть коронавирус. Если бы не коронавирус, они бы не умерли. Очень хорошо. Они бы не умерли условно сегодня. Они бы умерли там завтра или через неделю. Понимаете? Сильно этот коронавирус на них не повлиял. Еще раз, конкретно от коронавируса пока умерло очень мало людей. Масштаба эпидемии нет и даже близко не подходим. На сегодняшний день в Удмуртии всех, кто чихает, кашляет, всех, кто сопливит, всех на карантин отправили. Всех. Еще раз. Значит, коронавирусников раз, пневматиков, кто с пневмонией 2, всех, кто чихает, кашляет, сопливит. Если посчитать, все равно нет и не приближаемся к эпидемическому порогу. И не приблизимся. Швейцарцы сказали, там вообще 20 пунктов. Ребят, зайдите, посмотрите вот это вот все хозяйство, там 7 минуты, видео конкретно об этом говорится. Понимаете,
швейцарцы конкретно говорят, что да, люди умирают, но не от коронавируса. При этом, да, что происходит сильное психологическое, психическое давление на массы людей. Людям ломают психику сейчас. Очень многие, значит, под шумок, да, делают свои дела, там, внедряются эти, как это, цифровые системы слежения за людьми. Например, охрененный повод. Но, на мой взгляд, это все хозяйство делается для введения, тотального введения вакцинирования всех подряд. Если у нас в России можно было от вакцинации отказаться, то я так подозреваю, к следующему февралю, если ситуация в информационном поле не поменяется, вакцинировать будут всех повально, поголовно, и либо штрафовать, либо сажать, значит, тех, кто будет отказываться от этого. Вот. Ну, так как, например, сейчас в Швейцарии. Понятно, да? Кстати говоря, швейцарцы это отметили, что вспышка в Италии как раз таки могла быть связана с легионеллой, могла быть связана, значит, с проведенной вакцинацией, потому что любая вакцинация ослабляет иммунитет. А в Италии как раз таки там штрафуют, сажают, пожалуйста, если ты отказываешься вакцинироваться. Понятно, да? Так, пока не забыл. Чем еще, значит, профилактироваться от этого самого коронавируса, там, от гриппера вообще, и в частности. Значит, ребят, жрать просто так чеснок, это, конечно, дело нужное, хорошее, полезное, но малоэффективное непосредственно при гриппе. Значит, чеснок характерен своими эфирными маслами. Например. Поэтому, да, дышать через эфирные масла чеснока можно. Ну, то есть, когда мелко чеснок порубили, положили его там, взяли этот яйцо от киндер-сюрприза, наделали дырок туда, значит, резанный чеснок, повесили на шею там или несколько этих самых, и выходите, как от вампира спасаетесь. Это, да, работает. Значит, просто так жрать не совсем работает. Это будет работать потом. И то не очень сильно. Значит, для того, чтобы эфирные масла попали в кровь, их надо растворить. Водой они не растворяются. Они растворяются, например, спиртом. Вот поэтому, как я уже говорил в одном из видео, значит, чеснок Чесноку нужен растворитель. Его надо выдавить, например, в вино. Понимаете? Алкоголь, спирт является растворителем. Но 70 градусов спирт плюс чеснок, это, удовольствие то еще. А вот если, значит, алкоголя будет там, градусов, 9-11, вот, и так далее. Вот это будет уже это самое. Куда ставят прививки чаще всего? Возьмите, погуглите, а? Вы меня с гуглом, что ли, спутали? Вот такая вот штука. Так. Разные прививки вводятся по-разному. Капельным способом, например, раз, под кожу ставится, 2, внутримышечно ставится, 3, впрыскиваются некоторые аэрозолью, 4. Понимаете? Что вы, какие чаще. Разные местности, разные прививки. Так, что еще сказал? Про чеснок сказал. Надо растворять. Так, про газлайтинг сказал. То, что сейчас происходит. Понимаете, вот в Москве что произошло? Ввели пропуска. После этого поставили в качестве исполняющих баранов, которые организовали дичайшие пробки на входе и на выходе в метро. Обеспечив, передачу инфекции, да? Кого-то посадили? Нет. Кого-то штрафанули из этих должностных лиц? Нет. Человека за то, что он отошел дальше от дома, чем на 100 метров, штрафуют. А здесь все хорошо. Понимаете?
некоторые, значит, товарищи, которые нам не товарищи, в руководстве страны используют эту ситуацию для другого. Для того, чтобы, например, раскачать ситуацию. И это будет. Раскачивать ситуацию будут, обязательно будут. Чубайс же сказал, что, нынешнее устройство государства, оно нехорошее. Надо больше, понимаете ли, регионам власти. Вот. Все то же самое говорилось перед развалом Советского Союза. Сейчас все то же самое. Страну готовят к расчленению некоторые силы. Вот. Так. Да, общее, значит, то, что происходит, фактически это зоопарк. Да, знаете, пить я перестал, так как другие достаточно давно, но в компаниях как бы присутствовал. Всегда было смешно и интересно наблюдать за теми, кто уже успел. Там начинаются соответствующие разговоры, там начинаются соответствующие, значит... Сейчас включу. Угу. Вот. Вот эти вот все вещи, понимаете, сейчас точно так же смотришь какой-то зоопарк вокруг. Непосредственно, значит, такое ощущение, что вокруг зоопарк. Потому что люди себя ведут малоадекватно. В последнее время, кстати говоря, адекватных стало больше, но при этом те, кто был неадекватным, они начали вести себя, как сказать, зажатие, что ли. Короче, неадекватность проявляется сильнее. Вот. Люди боятся всерьез. И вот этот психологический терроризм, за который никто не понесет наказание, а что, это же во всем мире было? Ну и что, во всем мире в попку, балуются под хвост, и все нормально. А у нас, понимаете ли, значит, нельзя еще говорят. Понимаете, это же не повод для того, чтобы разрешить, если во всем мире так делается. Как-то надо своей же башкой все-таки думать, соображать. Поэтому я уже это говорил, сейчас повторю. Значит, американцы говорили об испытании своей новой технологии, значит, управляемого хаоса. Тогда над ними посмеялись, что у них ничего не получилось. На самом деле получилось, а результат мы наблюдаем сейчас. Понимаете, когда из адеквата выводится часть населения какой-то страны и делает революцию в этой стране, это была технология одна, да? Сейчас из адеквата выведены правительства целого ряда стран, практически во всем мире. У нас из адекватности не вышли Швеция и Белоруссия. Кстати говоря, в конечном итоге у них, опять же, эпидемии нет. У них нет эпидемии, ребята. Точно так же, как в тех странах, где вводились вот эти вот ненормальные меры. Вот. Но при этом эти страны сохраняют свою экономику. Если у Китая экономика просела на 28%, у Китая, у которого рост был 15% в год, вот, что, про Россию говорить, где рост просто отсутствовал как понятие, тот рост, который нам называли там в районе 3,5%, извините, это в районе погрешности. 3,5% это как посчитать, понимаете? Кто видит рост экономики за окном последние несколько лет? Кто-нибудь видел рост экономики? Я, например, нет. Общаюсь с разными людьми, ИПшниками. Вот. Те, кто просто стоит, торгует. С теми, у кого там бизнес на франчайзинге и так далее. Значит, все говорят о том, что, покупательский спрос падает. У людей нет денег. Какая в жопу рост экономики,
Ну, сейчас, значит, говорят о том, что людей надо спасать. Ну, людям надо выплачивать деньги, потому что людям, некоторым, нечего есть. А через некоторое время, когда все эти мероприятия закончатся, ну и что люди делать-то будут? Запасов нет, он в магазин даже не пойдет, ничего не купит. Он придет к своему работодателю, а тот уже благополучно, блин, скончался, обанкротился, блин. Ну. Понимаете, сейчас просто-напросто подвергли вот этому вот всему целые государства. Целые правительства государств, что страшнее всего. В свое время Березовский говорил, нахрен мне покупать завод, если я могу купить директора завода. И этот директор будет делать ровно то, что мне надо. Правильно? Правильно. Все. И сейчас происходит все то же самое. Просто-напросто взяли, обрушили экономику целых стран. И наши в том числе на это все повелись. Наши в том числе на это все повелись. Да, швейцарцы, значит, конкретно сказали, что вот этот вот рост в геометрической прогрессии количества заболевших, заразившихся, на самом деле четко совпадает с использованием тестов. То есть, как только начинали использовать тесты массово, мгновенно вырастала вот эта вот цифра по зараженным. То есть, понимаете, до этого, что, врачи этого не наблюдали? Нет. Почему? Потому что тестов не было. Вот по тесту, блин, вот он теперь больной, он зараженный. Тест у него положительный. Правда, тесты там идут ложно-положительные, ложно-отрицательные. То есть, на самом деле, эти тесты не показывают ни хрена на самом деле. Понимаете, в чем дело? Так, вот такие вот вещи. Значит, и фактически последнее, что я хотел сказать конкретно, прежде чем отвечать на вопросы. Значит, есть такие средства в аптеке продаются, которые в состоянии помогать. Инфлюцид в таблетках. Это профилактическое противовирусное средство. Для того, чтобы не заразиться ОРЗ, ОРВИ, обычным гриппом, коронавирусом. Значит, раз. Второе. Сульфокамфокаин. Это средство, применяемое для обеспечения дыхания человека, у которого начались проблемы с дыханием, затрудненное дыхание, если заразился коронавирусом. Еще раз, на сегодняшний день получается таким образом, что этой заразой переболели уже больше 50% человек, во всяком случае в Москве. По Ижевску, например, часть моих знакомых тоже переболела еще где-то в феврале, просто по симптомам. Причем переболели легко, без высокой температуры, значит, но, судя по симптоматике, у них это хозяйство было. Понятно, да? То есть, не вот эти 62 человека, которые там сейчас. На самом деле, те, кто переболел, потому что люди болеют с октября месяца. Просто не было тестов, никто не орал про коронавирус, поэтому это все прошло у нас вот таким вот образом. На самом деле, на сегодняшний день, фактически, инфлюцид, да, фактически, порядка 80-90% имеют антитела к коронавирусу. То есть они перенесли коронавирус в той или иной форме. Понятно, да? Таким вот образом. Вот сульфокамфокаин позволяет человеку дышать. Если что, имейте в виду, медики этим хозяйством пользуются почему-то мало. Во всяком случае, в Москве до регионов у нас вот эта вот вспышка так вот особо еще не дошла. Может, еще дойдет. Во всяком случае, в регионах, которые на европейской части России. Те, которые за Уралом,
на Дальнем Востоке, который рядом с Китаем, там тоже народ массово болеет, причем достаточно давно. Именно со всей симптоматикой коронавируса. Затрудненным дыханием там и так далее и тому подобное. Высокой температурой подолгу. Кстати, почему высокая температура держится подолгу? По одной простой причине. Потому что смертельная температура для вируса, как показывают исследования, 92 градуса. Даже при 62 градусах этот вирус в некоторых случаях сохраняет возможность размножаться. Поэтому температура у организма, доведенная даже до 42, не помогает. Поэтому организм вот пытается выжечь эту заразу. Значит, теоретически там должно хватить получаса прогреть весь организм и успокоиться на этом. Но это не помогает, поэтому организм пытается держать температуру столько, сколько хватает сил. Понятно, да? Такая вот штука. Такая вот штука. Поэтому, если температура держится больше, чем несколько часов, да, ее можно сбивать. Значит, но, ребятки, желательно, значит, поменьше все-таки парацетамола, побольше, так сказать, народных средств для сбивания температуры. Вот. Это, например, носки, смоченные в уксусе. Но опять же, не в эссенции, блин, не в уксусной кислоте, блин. Вот, а максимум 6% раствор. Вот, а так 4% надо использовать. Вот. Можно мокрую простыню, смоченную водой или легким раствором уксуса. Легким раствором. Смотрите, чтобы не было ожога дыхательных путей. Понятно, да? Вот. Температуру можно сбивать. Вот таким вот, собственно, образом, ребятки. Вот таким, собственно, образом. Вот. Лук в носки температуру не сбивает. Вот. Как-то так. Так. Ну, вроде сказал все, что записывал. Значит, да. Поэтому еще раз не ведитесь вот на эту вот лабудистику. Я понимаю, очень сложно сохранять адекватность, когда, блин, по улицам ездят машины с матюгальниками. Берегите, оставайтесь дома, не подвергайте опасности себя окружающих. Уже, блин, хочется с кирпичом начать охотиться на эту сволочь. Если не сказать хуже. Значит, когда, блин, МЧСовцы шлют смс-ки. Да, кстати, МЧСовцы уже, блин, видимо, они все-таки меня смотрят. Наконец-то посмотрели мой ролик про маски, блин, и сказали, что маски на улице носить не обязательно. Абсолютно, совершенно не обязательно. Они на улице ни от чего не помогают. Ну, хоть кто-то об этом, блин, сказал, кроме меня. Так. Блин, из каждого утюга вот эти вот вопли про вот это вот. Цифры там, блин, в стране столько-то теперь зараженных. Да хрен с ним, у нас, блин, на такое количество населения, блин. Еще раз, в Удмуртии, чтобы вы понимали, на 1 200 000 человек. Это, например, население Самары. Такое же, как во всей Удмуртии. Значит, 51 000 человек – это порог эпидемии. Это эпидемический порог. Во всей стране еще столько нет. Понимаете? Как для одного региона. Значит, вот этот режим, блин, самоизоляции введен для того, чтобы не вводить режим карантина и ЧС. Потому что никаких оснований для введения режима карантина и ЧС нет в принципе. Но зато, если их ввести, государство должно нести всю ответственность за граждан. Оно их должно кормить, оно их должно снабжать деньгами, оно должно возмещать потери, блин, бизнесу и так далее. Государство, естественно, делать этого не хочет, потому что органы власти у нас не понимают, что такое государство и зачем оно вообще существует, в принципе.
как было сказано, про отход от патернализма, это уже говорит о том, что человек в юридических вещах, что касательно государства и права, некомпетентен. Абсолютно. Либо он специально игнорирует эти вещи. Просто-напросто. В последнее время какие-то депутаты предлагают выплатить всем гражданам по 25 тысяч на нос, по 15 тысяч на ребенка. Во-первых, с одной стороны, это хорошо. С другой стороны, мне непонятно, почему на детей меньше. Они что, меньше едят? Ну, я бы вот совсем не сказал. У меня вот 2 молодых растущих организма, блин. Они едят так-то не сильно меньше меня по объему, но при этом, скажем так, разнообразить им питание требуется больше, например, чем мне. Соответственно, затрат на их питание требуется больше. Раз. Второе. Это я могу носить сейчас одежду несколько лет подряд, не меняя ее. Ну, в смысле, не покупая новую. До тех пор, пока совсем не износится. Этим молодым организмом, значит, быстро растущим так не получится. Он вырастает мгновенно. Я им практически перестал уже покупать на вырост это все хозяйство, потому что нет смысла, что покупаешь на вырост ботинки, он в них запинается. Покупаешь практически в размер, он говорит, блин, пальцы упираются, ну практически через то же самое количество времени. Вот. Демисезон обувь я покупаю по размеру. Потому что, блин, купил весной, но осенью все равно он это все не наденет, оно ему мало. Все равно надо новое покупать. Весной точно так же купил, осенью купил, весной он не сможет носить и так далее, понимаете? На вырост, ну не получается, растут мгновенно. Лето прошло, все, вытянулся. Я по себе помню, как я за лето вырос на 12 сантиметров, блин, сам охренел. От такого. Вот. Да. Почему на детей меньше, блин, я не понимаю. Видимо, у нас все-таки вот такая направленность государства, которая не хочет, чтобы граждане размножались, у них были дети. Хочет, чтобы дети ощущались как обуза, например, гражданами, да? Вот. На мой взгляд, должно быть на нос минимум 30 тысяч на взрослого, 40 тысяч на ребенка. За все время, которое мы просидели, раз, и которое еще просидим, два. То есть, как минимум, должна быть двухмесячная выплата. Вот. То есть, по 60 тысяч взрослым, по 80 тысяч на детей. Вот эти вот добавки врачам, блин, я тоже охренел. 80 тысяч врачам, 40, значит, нет, сколько там? Медсестрам, потом младшему персоналу, там по 25 тысяч, да? По 50 тысяч или по 40 тысяч медсестрам. Они что, рискуют меньше, что ли, медсестры-то? Не, у меня вот вопрос. Почему за один и тот же риск разным категориям платят по-разному? Я вот так и не понял. Типа медсестер набрать, что ли, легче? Да хрен там. Нифига не легче. Понимаете, жизнь, здоровье граждан, наше руководство, любимое такое, сказочно любимое, ценит абсолютно по-разному. Ну или, соответственно, не ценит. Да, врачам по 80, я понимаю, чтобы меньше болтали за пределами своего рабочего места. Понимаете? Но, блин, сколько за последнее время не общался с медперсоналом, все говорят, что то, что происходит сейчас в стране, это бред. Нет ни эпидемии, ни эпидемического порога, ни массовых заболеваний, блин. И вот введение вот этих вот всех мер, особенно когда, блин, за это штрафуют. Ребят, если это так все серьезно, ну давайте введем серьезно, блин, карантин, ЧС, как положено. В Удмуртии 2 населенных пункта закрыли не на самоизоляцию, а реально на карантин.
реально на карантин, закрыли. Понимаете? Ну, потому что там действительно серьезная, да, обстановка. Там, потому что тетенька, блин, болела давно, потом обратилась в больнице она там лечилась вместе с кем-то, и теперь, соответственно, там пролечилась, блин, половина этой деревни в этой больничке. Теперь фактически там, да, вся деревня теперь ждут, что будет болеть. И вот там, да, реально ввели карантин. Не самоизоляцию, а карантин. Табличку на въезде повесили, карантин, блоки поставили, блин, блокпосты. Все как всерьез, блин, по-взрослому. Понимаете? А не так, как вот это вот все, блин, здесь. Вот ведь в чем дело-то, блин. Ну, надо определяться, я так думаю, что нашим-то управителям либо трусы надо надеть, либо крестик снять, блин, в конце-то концов. Они еще, блин, деньги жмут. Людям выплачивать. Они не понимают одной простой вещи. Если сегодня людям не выплатить денег достаточных для не просто выживания, как они там по 12 130 рублей, это, блин, на какой срок-то, собственно, гражданам? Вот человеку, я не представляю, как это. Я сестру спрашиваю, я говорю, Сань, ну, блин, так можно, нет? Так, говорит, ну, да, это покупать только муку. Покупать муку, соль, некоторые крупы. Хлеб печь самим, из муки что-нибудь, блин, мастерить, похлебку какую-то там. Ну, на это, говорит, может быть, хватит. Так при этом всем сейчас, что, гражданам, кто остался без работы, 12 тысяч, а детям этих граждан 3 тысячи надо. И вот теперь на 3 тысячи, как хочешь, так и корми ребенка в месяц. Блин, я в восторге. Это, блин, сказочная, невероятная щедрость. Просто невероятная какая-то сказочная щедрость. И вот эти уговоры, граждане, нам надо сплотиться, объединиться, потерпеть. Блин, я прям вот, я в восторге и в восхищении от такой сказкотерапии-то. Ай, блин. Как-то так, ребята. Как-то так. Как-то так. Если сегодня эти господа не возьмутся за ум и не начнут платить гражданам вменяемые деньги, завтра эти господа рискуют быть поднятыми на вилы этим самым народом. Человек готов покорно подыхать с голоду, только когда он сам подыхает с голоду. И видит, что другие рядом также подыхают с голоду. Но человек не готов видеть, как с голоду умирают его дети. А такое впечатление, что наше государство именно это сейчас пытается обеспечить для наших граждан. Кстати говоря. Так, ну что, сейчас я начну отвечать на вопросы, но прежде чем я начну, так, господа, чуть-чуть я отвлекусь, буквально на минутку, скажем так, рекламная пауза. Я буду здесь, далеко не уйду, у меня просто хозяйственные вопросы требуют моего некоторого присутствия, вот, и участия, собственно, да. Я все еще здесь и все слышу. Так, раз.
Это 2. Так, это будет сейчас 3. Уже лучше. Я надеюсь, совсем достаточно. Вот так вот. Так, ну что, поехали. Поехали. Так, да. Сергей Стрижак, да, Игры богов. Общались мы с ним, есть у меня его скайп, по-моему, он ему сейчас уже не пользуется. Хороший человек, но очень быстро его запугали. Вот. А человек, как известно, слаб. Так. Как вы считаете, будет революция со всего, что происходит? Ну, в принципе, я уже на этот вопрос ответил. Если людей заставят смотреть, как умирают от голода их дети, конечно, революция будет. Так. Так. Хрен исчезнет с прилавков. Да. Так. Хрен в баночках — это не хрен, ребята. Это не хрен. Настоящий хрен, блин, такой, и вот трешь там через мясорубку, пропускаешь, блин, дышать невозможно, блин, глаза тем более режет, это что-то с чем-то. Так, золотая серединка, здравствуйте, да, здравствуйте, Маша. Так, да, дышать чесноком, все правильно. Как быть с чесноком в больших количествах при гиперацидном гастрите, эпилепсии, язвенной болезни? Ну, так надо решить вопрос с язвенной болезнью, а потом, соответственно, чеснок лучше дышать, да. Вот. Легкие потрескивания в микрофоне. Еще раз говорю, это не этот микрофон, это микрофон непосредственно телефона. Но и то, скорее всего, не у него, потому что не у всех такая штука. Был бы микрофон виноват, было бы у всех такое. Так. Так, Белла Пилявская, самочувствие отлично. Замечательно. Видите, на самом деле, оказывается, все просто. Вот. Так. Здравствуйте, все участники, здравствуйте, да. Вывод о цели создания мифа о коронавирусе
Еще раз. Никто не создает миф о коронавирусе. Поймите, есть просто-напросто истерия вокруг этого вопроса. Всего-навсего. Истерия. Идет преувеличение всего. Понимаете? Точно так же, как маленький ребенок боится темноты, вот точно так же эти люди, как маленькие дети, начинают бояться вот этого коронавируса. И заставляют бояться всех остальных. А специально никто не создает. Так, я хожу пешком километр туда, километр обратно и ничего. Я тоже пешком хожу и ничего, да. Значит, так. Если взять за основу, не надо брать за основу. Вирус есть. Вызывает тяжелое заболевание. Вопрос второй, что, значит, передается на 96% контактным путем. Еще раз, на 96% передается контактным путем. Для того, чтобы контактным путем заразиться, требуется, первое, больной коронавирусом должен покашлять на какую-то поверхность. Второй, должен схватиться за эту поверхность, после чего должен этими руками залезть себе в физиологическое отверстие в организме. В глаза, в нос, в рот, еще куда-нибудь. Вот. Понимаете? Вот что должно произойти. Через слизистую он проникает. Маска ему вообще по барабану. Для того, чтобы заразиться воздушно-капельным путем, надо находиться в одном помещении, в небольшом помещении, непроветриваемом помещении и тесно общаться с носителем или зараженным 15-30 минут. Не просто дышать одним воздухом, слушать нашего сказочного там, персонажа, да, который нам сказочные сказки рассказывает, а разговаривать с ним. Потому что при разговоре, особенно когда вы используете звуки, затрагивающие губы, П, Б, понимаете, летит слюна, частички слюны летит. И вот эта, соответственно, слюна, которая попадает на слизистые другому человеку в достаточном количестве, за 15-30 минут, она в состоянии заразить. Понимаете? Все. Если вы зашли в аптеку, вот стоит коронавирусник, бедолага, и кашляет, блин, вот так вот в маску себе, еще и рукой прикрывшись. Вы стоите рядом без маски. У вас практически нет риска заразиться. Если только вы не начнете там с ним в засос целоваться, блин. Или, блин, лобызать ему руку, в которую он только что покашлял. Вот в чем дело-то. Понимаете? Контактным путем. Причем животные не переносят. Причем дверные ручки, блин, не переносят. Немцы исследовали это все хозяйство. Мы, говорит, брали пробы со всего, с дверных ручек, вплоть до этих самых пультов. От телевизора, там, кондиционера и так далее. Нету, говорит, не нашли ни на чем активного вируса. Это вот, опять же, должно быть именно таким образом, как я только что сказал. Один в руку себе покашлял, схватился за дверную ручку. Следом подошел второй, пока вот это вот все не высохло. Схватился за это, и пока у него не высохло все это на руках, он должен себе тут же куда-то залезть. Или соседу. Или соседке. Понимаете? Вот в чем дело-то. Не надо брать больше ничего за основу, блин. Народ просыпается, народ не просыпается, народ пугается сейчас, поймите, народ боится сейчас. Революции делаются всегда на голодный желудок. Если революция снизу, она делается всегда на голодный желудок. И основной движущей силой является как раз молодежь. У них ту его куча энергии, вот, у них ту его куча тестостерона, в конце концов, молодых людей. Им некуда девать вот это вот все, они, блин, устраивают революции, легко, непринужденно. 40
45-летние мужики типа меня революции практически не устраивают снизу. Почему? Блин, потому что, ну, во всяком случае, до тех пор, пока я не начну видеть, как мои дети умирают с голоду. Но вот если я пойму, что, блин, мое присутствие возле них уже никак им не поможет, и, блин, остается только идти и мстить, блин, за это, вот тогда да. Тогда и топорик найдется, вилы там, блин, и что-нибудь еще поинтереснее. Понимаете? Но до такого, блин, да, власти у нас постараются не допустить. Они не дают поэтому вот эти вот подачки, блин, там, 12 тысяч. Прекрасно понимаю, что, блин, взрослые сами жрать не будут, будут детей своих кормить. И дети, блин, умирать от голода не будут, а вот взрослые, блин, будут подыхать с голодухи, у них не будет сил уже там ни на топорик, ни на вилы, блин, ни булыжнички покидать. Все. Это, блин, как лягушку медленно варят. Именно вот этот самый вариант. При этом всем бюджетники типа Нацгвардии, блин. Это вообще цирк, конечно, шапито, блин. Когда я смотрю, едет мимо автомобиль, написано, блин, Росгвардия. Ёп, ну нету такой структуры, блин, в России, как Росгвардия. Нету, в принципе нету. Есть Нацгвардия. Ну так вы и пишите Нацгвардия. А что стесняетесь-то? Стесняются. Когда подходят к вам клоуны ряженые и говорят, что они из Росгвардии, можно смело послать нахер. Потому что клоун, блин. Потому что такой структуры в России нет. В принципе. Вот. Так. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Респиратор не поможет. Все верно. Так. Так, куда ставят прививки чаще всего, блин, куда только не ставят. Опять алкоголь. Значит, смотрите, такой момент. У нас всего 2 органических растворителя, 3, хрен с ним, 3 органических растворителя, которые используют, например, наш организм. Первое, вода, сильно распространена. Второе, спирт не сильно распространен. Третий, ацетон, еще меньше распространен, еще меньше производится нашим организмом. Ну, блин, я что могу сделать, если организм так использует? Соответственно, растворить что-то вы можете, например, спиртом, ацетоном, ну, блин, для себя чревато. Печень, блин, совсем растворится, блин, скажет вам прощай, и вы умрете. Так, голодание. Можно эту вакцину вывести из организма, если принудительное вакцинирование будет или какой-то другой метод существует? Еще раз, ребятки, значит, если вакцина будет направлена на как раз-таки сокращение численности населения на Земле, то это будет составной яд. Скорее всего, это будет составной яд, не мгновенного действия, медленного действия, но это будет составной яд. Составной яд, как я уже говорил, состоит из нескольких компонентов, каждый из которых является практически безвредным для организма, но эта сволочь не выводится. Понятно, да? Алюминий, например, у нас является абсолютным ядом для организма, и он из организма фактически не выводится. К примеру. Цезий, стронций, точно так же. Чем они опасны? Тем, что они начинают присутствовать в организме, замещать собой, например, кальций, из организма не выводится. Понятно, да? Голодания здесь нет, не поможет. Вот. Какой метод поможет? Ну, есть варианты, конечно, но они не медицинского характера. Вот, как вы понимаете, да. Значит, выводит ли красный перец глисты из организма? Вопрос поставлен неправильно. Про перец у меня много видео, много рассказано. На сайте все доступно, пожалуйста, читайте, смотрите. Юристы говорят, что виновные будут наказаны рано или поздно, но говорить можно много.
Вот, обещать еще не значит жениться. У нас Рогозин пообещал КамАЗ в космос запустить. Вот, у меня вопрос, а почему бы не запустить самого Рогозина вместо КамАЗа? Я подозреваю, пользы будет больше. Значит, так. Привет из Белоруссии, привет из Ижевска. Будем клеить искусственную часть тела из поролона. Значит, Туркменистан. Так. В Израиле благодатный огонь уже зажгли. Блин, меня всегда это самое. В связи с эпидемией процедуру провели быстро. Так. Да, сульфокамфокаин и инфлюцид. Сульфокамфокаин, да, вот сегодня удалось купить в аптеке. Значит, вот эта вот штука у нас. В ампулах. Естественно, значит, в комплект к этому нужны шприцы. Для того, чтобы, не дай боже, конечно, но если врачи, когда врачи приедут, да, чтобы у вас было все необходимое, чтобы не смотреть грустными глазами, и они не смотрели на вас грустными глазами и не рассказывали о том, что у них вот этого нет, а есть что-то другое и так далее. Значит, единственный минус этого лекарства, оно не подходит тем, у кого есть аллергия на новокаин. Все. Так. Так. На 12 тысяч можно жить, на муку не хватит, вы о чем? На мясо, на колбасу хватит, не работаешь ведь. Так, я не знаю, кому хватит 12 тысяч на человека на питание. Грубо говоря, если перевести меня на вот это вот, или мою семью, да, 12 тысяч мне, 12, значит, моей жене, по 3 тысячи детям. То есть 24 плюс 6, 30 тысяч на четверых. 30 тысяч мы делим на четверых. Получаем по сколько? По 7,5 тысяч на нас. Ребят, кто-то, может, живет, конечно, один, ему 12 и хватит. Он привык питаться так, что его организм просто умирает потихоньку на недостаточном питании. Нормальное полноценное питание, при котором организм не умирает медленно, на сегодняшний день, например, в Ижевске, стоит не меньше 25 тысяч на человека в месяц. Понятно, да? Где можно прожить на 12? Нет, протянуть можно. На 7,5 тысяч уже сильно сомневаюсь. Так. Да, не согласен. В предыдущий кризис помогали только банкам, сейчас помогают людям. Так, конкретно, вы знаете тех, кому помогли? Можете перечислить 3 человек хотя бы, желательно одного, значит, бизнесмена, которому конкретно помогли, который уже получил бабки. Насколько мне известно, в Москве, блин, как упал вот этот вот несчастный сайт службы занятости, так до сих пор валяется в обмороке. Хотя там пообещали 25 тысяч практически на нас. Ну и чё? Надо только зарегистрироваться дистанционно через сайт
Все замечательно, и тебе сразу все дадут. Сайт только валяется. Ну, 3 человека мне назовите, кто уже получил материальную помощь конкретно в результате вот этого всего хозяйства. Еще раз, обещать не значит жениться. Я не верю тому человеку, который сказал, что, блин, если человек получает больше 17 тысяч, это средний класс. Блин, я это как услышал, сел в такси, я говорю, ну что, такси, значит, адрес такой-то. Я говорю, не-не-не, ну нафиг, поехали в этот самый, в автосалон Мерседеса, блин, знаешь, где находится тот? Ну, знаю. Я говорю, ну поехали, зачем? У тебя другой адрес указан. Я говорю, как зачем? Сейчас купим по Мерседесу каждый. Там распродажи сейчас как раз. Нам же президент сказал, что мы, блин, с тобой средний класс каждый. Поехали сейчас по Мерсику купим. И чё? Не надо мне здесь рассказывать, блин, пересказывать, вернее, сказки, блин, сказочных персонажей. Сказочный персонаж давным-давно оторвался от жизни. Он давно живет при коммунизме. Он 30 лет живет при коммунизме. Лучший способ вернуть из коммунизма его обратно в капитализм, тот, который у нас сейчас происходит, заставить его жить так, как живут обычные люди. В замкадье. Понятно, да? Так. Еще раз этот Алсо мявкнет, блин. Бань его, Коля, блин. К чертовой матери, блин. Мозгов нет у человека. Человек провокатор просто-напросто. Желание не понять, желание повыебываться, блин. Разговаривать с дураками у меня давно желание пропало. Я рассказываю умным и тем, кто хочет знать. ВОЗ раздает протоколы лечения миру. Вы лично видели протоколы лечения, которые раздает ВОЗ? Блять, врет как очевидец. Коль, бань к чертовой матери. Джей, так, бань. Заметь, все, кто несет какую-то ахинею, они все без фотографий. Да. Зачем им вакцину делать, если половина от голода, от других болезней помрут, сидя дома? А если не помрут? Нельзя такое дело пускать на самотек. Значит, так. Тиосульфат тоже никак не выведет вакцину или Баркал. Еще раз, я не знаю, как сработает тиосульфат, сработает ли и надо ли так рисковать. Понятно, да? То есть я так подразумеваю, еще раз, тяжелые металлы тиосульфат выводит. В данном случае компонент будет, скорее всего, безвреден для организма, не будет себя никак проявлять. Все компоненты, когда соберутся воедино, образуют вещество, они будут действовать медленно, они будут, скорее всего, усугублять имеющиеся болезни у человека, и люди будут умирать, так сказать, естественной смертью, просто смертность станет во всех странах повышенной. Повышенной. Никому не надо, чтобы целый город взял, помер, и теперь непонятно, что делать там с 600 тысячами трупов, блин. Понимаете? МЧСовцы, похоронные конторы должны успевать утилизировать трупы. Поэтому вымирание должно быть не таким быстрым, как вам кажется. Планету надо очищать аккуратно, потихонечку. Чтобы опять же никто не начал дергаться и искать, соответственно, вакцину от вакцины. Понятненько, да? Вот. Подозреваю, что ферран в этих случаях может, кстати говоря, помочь. Только, на мой взгляд, ферран не 157, а концентрат. Он является очень мощным абсорбентом. Очень мощным абсорбентом. Кстати говоря. Так. Почем картошка в Ижевске? Не знаю. Сегодня только капусту покупал. Картошку не покупаю, не ем. В Москве одинокие женщины с детьми уже голодают. Легко, непринужденно. Легко, непринужденно.
Так, Берта Кузьмина. Здравствуйте, Берта. Много читаю, разные мнения. Еще раз, не надо читать много разных мнений. Практически все, что надо знать про коронавирус, собрано у меня в группе, либо на моей странице. Видео и печатные материалы. Значит, некоторые видео уже успели посносить к чертовой матери с Ютуба. Николай Геннадьевич, наш администратор, умудрился найти эти видео снова, залить уже непосредственно ВКонтакте, поэтому в группе доступны. Смотрите. Значит, Трамп начал отменять режим самоизоляции, в том числе потому, что по многим городам штатов пошли уже не то чтобы забастовки, и так никто не работает, а пошли волны протеста. Народ, как положено, социально дистанцируясь, на автомобилях устраивает пробки с массовым гудением в сигналы, А то и просто выходя на улицы местами. Понимаете? Да, там взрывоопасная обстановка, революционная, так сказать. У нас пока до этого далеко. Вот. У нас сказкотерапия пока действует. Новорожденным детям будет передаваться эта вакцина? Не знаю. Не знаю, скорее всего нет. Там плацентарный барьер качественный такой. Скорее всего, их будут отдельно просто-напросто вакцинировать. Так. После перелома проорганический кальций у меня в рационе вяленая вобла с костями, чешуей, молотая, поэтому должна быть вобла. Значит, другая вяленая рыба подойдет вместо воблы? Объясняю. Почему вобла? Потому что она сухая, она не жирная. Потому что жирная рыба содержит большое количество фосфора. А большое количество фосфора мешает усваиваться кальцию. Нехватка фосфора в организме не дает кальцию усваиваться. Избыток фосфора не дает кальцию усваиваться. Понятно, да? Поэтому рыба не жирная. Так. Таким вот образом. Таким вот образом. Так. Как-то так. Как-то так. Так, еще вопросы. Еще вопросы. У нас почти 2 часа стрим идет. Я, в принципе, еще живой. Могу что-то еще рассказывать. Так. Почему наши не устраивают акции протеста? Летальность, так, еще раз, для тех, кто пропустил начало стрима. Летальность этого вируса от 0,07% до 0,37%. Не все, кто умер с вирусом, умер от вируса. Понятно, да? Вот. В конечном итоге причину смерти устанавливают патологоанатомы. Что в Удмуртии, уже врачами сказано, 3 человека, болевших коронавирусом, умерли, но они умерли от других заболеваний. На 62 человека зараженных других смертей нет. Что значит у немцев из 44 обследованных трупов, это только та информация, которую я видел, ни одного умершего от коронавируса. Это надо понимать. Болячка хреновая, протекает, если протекает тяжело, то протекает реально тяжело. Но, да, люди выживают, особенно при правильном лечении. Сломала мясорубку, пытаясь смолоть воблу. Блин, сильная вы девушка, однако. Так. Слизь в желудке – это результат
поглощение слизи не из продуктов питания. Слизь у вас образуется, например, в носу, в носоглотке, стекает в желудок. Часть растворяется желудочным соком, часть, соответственно, не растворяется, накапливается. И посмотрите, какой формы у нас желудок. Этот хитрец умеет делать такую чашку так, в стороночке и, соответственно, не перемешивать содержимое вот этой чашечки со всем остальным содержимым. Вот это же мышечный орган, он же перемешивает у нас содержимое аккуратненько так. Вот. Понимаете? Вот он, собака, умеет так делать, не перемешивая, то есть не давая слизи провалиться в кишечник. Раз это не расщепилось, он не дает этому провалиться в кишечник. И держит, а потом, соответственно, опа, о блин, у меня же тут вот это сейчас надо растворить, начинает накапливать кислоты. В результате уровень кислоты достигает определенного датчика. Датчик орет: изжога, блин, звонит во все колокола. Вы бегаете, соответственно, с соответствующими ощущениями. Все. Про слизеобразующие продукты это немножко из другой оперы. Молоко, например, да, является слизеобразующим продуктом, поэтому при бронхите нельзя, при соплях нельзя, при гайморите тем более нельзя. Вот. Потому что, да, но не само молоко переводится в слизь, а, как сказать, расщепление молока требует много воды. Вот. Соответственно, вы теряете воду, тратите на переваривание молока, и та слизь, которая у вас есть, она что? Становится более густой, менее текучей, начинает забивать пазухи. Все дела. Понимаете, почему при бронхите, например, много горячей воды сначала переводит кашель в отхаркивающий, потом вообще кашель проходит? Ну, потому что вся эта слизь растворяется прямо там же, в бронхах, и рассасывается сквозь стенку. Уходит все это хозяйство непосредственно в кровоток. Вот. Все. Слизь надо растворять прямо там на месте. Так. У немцев 4000 смертей. Еще раз, блин, ну и что 4000 смертей? Сколько всего немцев? Сколько, блин, всего у них умирало от вирусов раньше? Надо смотреть с этими цифрами. Но у нас каждый год в стране 15 000 человек умирает в результате ДТП. Только в результате ДТП 15 000. Никто же не орет, блин, не запирает водителей по домам. Ну, ребят, смотрите эти вещи. Так, не все, кто умер с коронавирусом, умер от коронавируса. Так, ГАП с диеты набирают. Ребят, я, блин, бред не комментирую вообще, в принципе. Что скажете по поводу информации из Китая о том, что пошла вторая волна вируса? О том, что это фейк. Нет второй волны вируса. Так, всегда считал, что у мясорубки только одна деталь может сломаться. Не надо, я, блин, ломал как-то мясорубку тоже, да. Ням. Угу. Нет, я давно ломал. Мне тогда было 17 лет, еще не было, да. Пришел к теще на блины, да. А мне предложили мясорубку покрутить, но я и сломал. После чего мне сообщили, что это было приданное. Да. Нет, еще раз, как вы считаете, каким-то странам, которые на карантине, самоизоляцию, удастся избежать вакцинации? Нет, еще раз, вся эта шумиха создана для того, чтобы народ бежал добровольно из песней вакцинироваться, понимаете? Вот в чем дело. Это, еще раз, как в том анекдоте, как заставить кошку, значит, жрать горчицу, блин, причем без насилия. Конец анекдота, сразу скажу. Надо намазать ей под хвостом этой горчицей. Она эту горчицу в таком случае будет жрать добровольно из песней. Понимаете? Вот сейчас делается то же самое.
Все. Вот куча народу, которая сейчас на улице ходит, боится и пугается, блин, она добровольно с песней побежит, сама, во-первых, вакцинироваться, потащит своих детей. Такие примеры я уже знаю, когда вот есть семья целая, не только один член этой семьи считает, что, блин, ребята, это все истерика вокруг. А все говорят, блин, ты не понимаешь там ничего. Понимаете? Мало того, эти люди на тех, кто отказывается вакцинироваться, будут смотреть, как на врагов народа. Они же потому что боятся. Причем искренне они боятся. Вот этой вот всей заразы-то. Вот в чем дело-то. Понимаете? Искренне боятся. И когда скажут, соответственно, что вот этот вот, который не вакцинируется, он несет угрозу обществу, блин, там вплоть до того, что да, реально будут так, ты не вакцини, ты отказываешься вакцинироваться, блин, получи по голове. Легко. Для профилактической очистки не надо. Вот вам сколько лет? Вот вы накопили эту слизь вот за столько лет. То есть следующий этап очистки, блин, ну еще лет через 30-40 только вам потребуется. Чтобы вы жили дольше. Все, не надо делать это регулярно. Да, жалко, умер ядерщик, молодой, 36 лет. Приехал из Франции, быстро произошло, решили КТ делать. Да, КТ хорошо показывает, в отличие от рентгена. Вот, молоко употреблял или употребляю постоянно. Вот, не совсем понятно. Так. Максим Шевченко, блин. Да, ну, ради бога. Ради бога. Значит, вряд ли человек вел достаточно здоровый образ жизни, были у него достаточные заболевания. Еще раз, понимаете, тот здоровый образ жизни, который нам декларируется и который действительно здоровый, это две разные вещи. В принципе, понимаете, бегать по улицам, фильтровать городской воздух легкими, это не здоровый образ жизни. Абсолютно. Кататься на велосипедах по городским улицам, в том числе центральным, и фильтровать легкими городской воздух, это не здоровый образ жизни, поймите. Жрать овсянку по утрам, это не здоровый образ жизни. Не есть сало, там, блин, ни в каком виде, это не здоровый образ жизни. Понимаете, абсолютный отказ от курения, блин, это не здоровый образ жизни, это стереотип. Полный отказ от алкоголя – это не здоровый образ жизни, поймите еще раз. Это стереотип всего-навсего. Я не говорю, что, блин, регулярно, значит, там пьянствовать, блин, это хорошо. Нет, это плохо, особенно пиво, это хреново. В пиве очень много сухих веществ, оно отнимает воду организма, а обезвоживая организм, вы обеспечиваете себе хронические заболевания. Понимаете? Вот в чем дело. Вот в чем дело. Но, вот я, блин, сейчас, да, ждановцы сейчас будут биться в истерике, тем не менее, я скажу, значит, когда человек пришел с работы, блин, а у него там на работе куча народу теперь, как это, сопливит, чихает, кашляет, он пришел, по пути, значит, купил 40-градусную, домой пришел, значит, лук, чеснок, рюмку себе, чесноку, значит, стопку, лука, стопку, значит, еще чесночку, еще стопку хряпнул, спать упал. Понимаете, это реально эффективно. Все. Это здоровый образ жизни. Он не дает своему организму, блин, заболеть. Он делает правильно. И так делают, скорее всего, уже взрослые мужики, блин, которым там... Это молодняку алкоголь употреблять нельзя в принципе. Потому что, блин, как только вы начинаете употреблять алкоголь,
у вас мозги прекращают развитие. Понимаете? Все. Вот в лучшем случае вышли на горизонтальную полочку, и все. Развиваться перестаете. Человек, когда начинает употреблять алкоголь, все, он перестает развиваться. Но у нас есть определенный, так сказать, порог развития, чисто физиологический. Как только падает выработка тестостерона, блин, там все. Развитие фактически прекращается полностью и окончательно. Там начинается спад, начинается старость. В этом случае, извините, коньяк, к примеру, это не нездоровый образ жизни, а с точностью до наоборот. Понимаете? И судить молодняку, малолетним идиотам, блин, которые в физиологии ничего не понимают, потому что школьную биологию они, блин, прошли мимо, судить не надо. Вот в чем дело-то. Вот в чем дело. У коньяка, в отличие от водки, есть конкретно определенные свойства. У водки есть одни свойства. Расширяются сосуды. На морозе пить нельзя. После мороза, в тепле, для того, чтобы человек пришел в норму, для того, чтобы у него не было обморожения, можно и нужно. И массаж снаружи, и, блин, соответственно, внутрь. Коньяк, в отличие от водки, на морозе употреблять можно. Почему? Он не вызывает расширения сосудов, не вызывает, соответственно, повышенной теплопотери. Зато коньяк в случае, например, с инфарктом, если есть большое подозрение, что врачи ехать будут долго, вот коньяк, блин, спасает жизнь. Почему? Потому что при инфаркте самое страшное, это когда ритм сердца, ритм коронарных сосудов идут в разнобой, как попало, блин. В результате происходит гидравлический удар элементарно в системе, и, соответственно, рвется. Вот вам инфаркт. Чтобы не усугублялась ситуация, надо эти сосуды успокоить. Коньяк помогает успокоить, он не дает им расширяться, он их, блин, держит в одном положении. Еще лучше в этом случае, да, перцовая настойка. Она снимает спазм сосудов, сосуды перестают вот спазмировать. Понимаете? Например. Но малолетние идиоты, блин, которые наслушались, например, Жданова, а Жданов у нас, надо понимать, психолог, не физиолог ни разу, блин, бегают с выпученными глазами, блин, чуть не до драки. Понимаете? А это простые вещи, которые знать надо. Это бытовые вещи. Кто-то этому учит? Кроме меня? Нет. Понимаете? Некоторым коньяк не идет. Ну, потому что, да, клоповник, блин. Мне, например, ну, так, я более-менее могу употреблять тот коньяк, который мне употреблять не дает моя жаба. Она меня так душит. Ты что, с ума сошел, блин? Такие деньги за такую хрень. Вот. Для таких людей, например, есть ром, пожалуйста, тот, который там не белый ром, он выдерживается в дубовых бочках, точно так же, как коньяк, обладает примерно теми же самыми свойствами. Белый ром – это у нас практически как водка. Вот. Понимаете? А тот, который выдержали в дубовых бочках, ну да, он имеет в себе дубильные вещества. К примеру. Понятно, да? Но коньяк действует сильнее. Все-таки. Вот, как-то так. Как-то так. Поэтому здоровый образ жизни и мнение о здоровом образе жизни, как КТ, компьютерная томография, значит, это разные вещи абсолютно. Одно с другим, блин, мало связано зачастую. Человек, который, блин, питается овсянкой по утрам, и который не ест сало, и который абсолютно считает, что он ведет здоровый образ жизни, да, он обеспечивает себе камни и в желчном пузыре, и в печени. Кстати говоря, по полной программе. Это здоровый образ жизни? Нет. Понимаете? Вот в чем дело. Так.
Есть ли смысл отказаться от сахара, чтобы быть устойчивее к вирусам? Есть смысл отказаться от сахара. Смысл достаточно большой. Так, про психосоматику снять видео. А у меня разве нету этого видео по психосоматике-то? Если нету, ну, надо будет снять. Но там, как сказать, видео будет очень сложно снять, потому что слишком много общих вещей. По большому счету, по психосоматике, либо, можно сказать очень коротко, либо это, докторская диссертация. Если коротко, то организм всеми силами привлекает внимание к себе. Ему не хватает любви и заботы. Понятно, да? Там, где человек считает, что он вопросы все порешал, на самом деле нифига подобного. Он эти вопросы загнал вглубь. Вот в чем дело. Там, в принципе, все просто и сложно одновременно. Там везде проблемы в детстве. С детства. Когда ребенка, значит, не любила мама. Банально. Когда родители разосрались. И так далее. И, соответственно, да, психика очень болезненно это переносит. Но если ребенок это дело запихал куда-то туда вглубь, особенно когда взрослые помогли, вот это вылазит болячками различными. Это и есть психосоматическая фигня. Понимаете? При этом там физиологических проблем может не быть. Организм, наш мозг, он в состоянии сделать все. Я однажды, показывая, как работает, что такое внушение, сделал такую вещь. Приложил холодным утюгом человеку к руке, он получил ожог. Холодный утюг. Я тут же этот утюг прикладываю к лицу, чтобы показать, что он холодный. Человек не верит, он орет, ему реально больно. У него реально ожог был на руке от утюга. Понимаете? Человек был в повышенной внушаемости. Просто-напросто. Что это у нас? Это у нас солнце выглянуло. Вот, наконец-то. Так, что скажете про влияние 5G и связь с коронавирусом? Никак не связано, абсолютно. Значит, что скажете? В данном случае это у нас не глагол, вот, и после «же» надо писать «е». Не скажите, а скажете. Так. Так, где оно? Где оно? Да. Опять опоздал. Так, опоздавшего оставим дежурить. Так, сейчас смотрят 117. Трансляция началась 117 минут назад. Хорошо. Выпить раз в месяц 50 грамм не вредно. Выпить по конкретному поводу, и это повод не праздничный. Понимаете? Вот. Тяга к алкоголю пропала, это хорошо, ее быть-то и не должно. Это просто-напросто инструмент, растворитель, при помощи которого вы растворяете чего-нибудь. Например, вы растворяете эфирные масла из чеснока, обеспечиваете проникновение их в кровь, где они должны работать. Проникновение обеспечивается двумя способами в кровь. Либо вдыхая все это хозяйство, раз, и второй способ, растворивший все это дело в алкоголе, соответственно. Вот, 2. Соответственно, точно так же капсаицин из перца у нас растворяется либо ацетоном, либо спиртом. Понятно, да? В ином случае капсаицина очень мало проникает в кровь. Он в основном весь идет по кишечнику. С алкоголем он обеспечивается проникновение в кровоток и работа его непосредственно в кровотоке. Причем, так как обеспечивается всасывание в тонком кишечнике, или просто в слизистой, то всасывание происходит не в венозную систему, только в венозную, а в том числе в артериальную систему. И в первую очередь в артериальную. И, соответственно, капсаицин
Так как он ничем больше не связывается в организме, он продолжает работать как вещество, проходя полностью по кровотоку везде. Вот. Он работает, соответственно, по всей системе и потом заодно в толстом кишечнике на выходе. Понятно, да? Это надо понимать, почему здесь лучше, значит, водный настой, здесь отвар, а здесь, соответственно, спиртовая настойка. Вот, и ничем другим спиртовую не заменить. Вот. Так, сало ем, пузырь чистый. Это хорошо. Коньяк часто подделывают. И что теперь? Знаете, как говорится, зубов боятся, ну, в общем, волков боятся в лес не ходить, зубов боятся там и так далее. Не покупайте дешевый коньяк. Не надо. Так. Янтарную кислоту принимать можно? Можно. Так, как только начинаю злоупотреблять сладким или мучным, обостряется геморрой. Вот. Связь совпадения. Почему связь совпадения? Значит, у вас какая-то зараза в организме еще сидит. Не дает нормально, спокойно жить. Геморрой — это у нас, в конце концов, свободно-радикальная болезнь. Смотрите. Значит, где-то какое-то воспаление обостряется. Да. Так, Юрий Лесных, здравствуйте. Другие каши с утра, пшенные, ячневые и так далее, на воде с маслом действуют аналогично овсянке. Иногда хочется теплой каши с утра. Ради бога. Но, еще раз, все почему вдруг начали жрать овсянку по утрам? Потому что посмотрели, а англичане-то худые. О, значит, с овсянки-то можно похудеть, если ее жрать с утра, да? Логика-то ведь такая же была изначально-то. Хотя, по большому счету, овсянка — это чуть-чуть подольше поварил, овсяный кисель, то есть чистый крахмал. Вот. После него практически безотходное производство, там ходить нечем, что ли. Но англичане с утра с этой овсянкой едят на самом деле мало того, что жареный бекон, так ведь яичницу жареную, с беконом. То есть жарят бекон, а потом на этом сале жарят еще яичницу, Ну или как я делал, с одной стороны пожарил, перевернул на другую сторону, бахнул туда яйца, соответственно, вот на этот вытопившийся жир. И, пожалуйста, вот это к овсянке, ну, милое дело, да. Понимаете, это английский завтрак, с жареным беконом, а не чистая овсянка. Вот тогда будет польза, и тогда любая каша с утра будет полезная. Вот в чем дело. А так, ну, крахмал крахмалом. Вареный, да. Да. Да, с перцем, чесночком изумительно, да. Так. Ну, вот только что рассказал, что есть утром, если не овсянку. А вообще, кто сказал, что есть утром обязательно? Да хоть пельмени. Все зависит от того, какой у вас день. Если вы загружены весь день физической работой, ну да, и завтрак, соответственно, должен быть соответствующим плотным. Вот. Да. Но кроме крахмала, то есть кроме чистых быстрых углеводов, у вас там должны присутствовать медленные углеводы, жиры там должны присутствовать, белки должны присутствовать в обязательном порядке. А так, да господи, хоть огурцом, завтракайте. Так, молоко хорошо чистит организм, если организм это молоко принимает. Нифига оно не чистит организм. Ни в одном месте оно не чистит организм. Так, использовать алкоголь ради дурмана не принимать. Ну, честно говоря, вот еще раз, может это у меня такое свойство организма. Но даже в молодости, сколько бы я ни пил, у меня всегда было, как сказать, мне было неприятно, когда я терял какой-то контроль над собой, над связностью речи, над контроль над движениями, понимаете? Меня это ни хрена не радовало, раз. Второе. Именно поэтому, в первую очередь, так как все это сопровождалось потом еще и диким похмельем, значит, с длительной головной болью, дурнотным состоянием, я просто травился. То есть у меня мозги оставались, трезвыми,
Вот. Потом наступало просто-напросто отравление, мне было плохо, после этого 2-3 суток. Поэтому я никогда алкоголь с этой точки зрения дурмана не понимал. Он меня никогда не расслаблял. И других людей, соответственно, я точно так же не в состоянии понять, которые там пьянствуют для того, чтобы что, расслабиться. Вот. Меня спрашивали, а как ты расслабляешься? Я говорил, я не напрягаюсь, да, соответственно. Все, как-то так. Ради дурмана нет, смысла нет. Есть, понимаете, ради, как сказать, посидеть для удовольствия, да, там, коктейль себе сделать. Ну, да, это я еще понимаю. Посидеть с коктейлем просто ради вкусовых ощущений. Понимаете, вот это вот вино, которое продается в магазине, даже когда оно стоит там, 2-3 тысячи рублей, и настоящее вино домашнее, например, в Грузии, в Абхазии, да, это же две большие разницы. Вот домашнее вино, условно, ты стакан выпил, и ты расслабился. У тебя расслабились мозги, у тебя расслабилось тело, ты сидишь расслаблен, именно расслабленный. Но в тот момент, когда тебе надо там вдруг, я не знаю, математическую задачу ребенку порешать, да, ты в этот же момент мобилизируешься спокойно, у тебя мозги трезвые, ясные, блин, и ты спокойно, значит, выполняешь то, что тебе требуется. При этом всем ты можешь выпить 2-3 стакан вина. И ты в состоянии держать контроль полный над мозгами, телом и так далее. А вот это вино, которое в магазине, бумцы, начинаешь криветь потихоньку. Вот и в чем дело. Вот это, блин, не есть хорошо. Так. Так, щавелевая кислота. Да ради бога, я тоже щавель люблю, тоже никогда проблем не испытывал. Бекон это же брюшина, то есть по большому счету это так, это бросовое же мясо-то. Вот. Что характерно. Единственное, что его надо взять, потом заморозить для того, чтобы тонко нарезать. Вот. Но, блин, сколько не покупал, пытался покупать впрок, ни хрена, заканчивается мгновенно, блин. Семья съедает мгновенно это все. Особенно дети в восторге. От спирта кровь разжижилась, клетки разделились из столбиков. Блин, монетные столбики, это не является нормой. Я не знаю, что там товарищ показывает. Да. Так, пожалуйста, сделайте видео, где даете свое видение на проблему детей-инвалидов после введения прививки АКДС. На тему прививок я уже видео выпускал. Есть действительно вакцинация, сам принцип, и он правильный, он хороший, нужный, полезный и так далее. А есть то, что колят детям. Еще раз, на сегодняшний день нет прививок для детей. Нет, соответственно, детских дозировок. Никто, соответственно, не выдерживает норматив по введению вакцины. То есть вакцину нельзя вводить после другой вакцины. Нельзя, значит, это делать, когда организм ослабленный, после болезни, т.д. и т.п. На это, на все начхали, насрали и так далее. В результате получается то, что получается. Понятно, да? Все. Что думаете об аутоиммунных заболеваниях? Они существуют?
Существовать и не существуют, это ряд заболеваний, которые так и называются аутоиммунными. Единственное, что официальная медицина считает, что это иммунитет борется с родным организмом, лично я считаю, что на самом деле, это просто сильное падение иммунитета. Если официалы лечат аутоиммунные заболевания путем снижения иммунитета и не получают нормальных результатов, то я считаю, что с этим бороться надо, наоборот, повышая иммунитет. И у меня есть результаты, соответствующие положительные. Понимаете, как-то вот разный подход, разный результат. Так, молоко зачем давали сварщикам и тем, кто работает в опасных для здоровья цехах? Потому что молочный белок связывает активные вещества. Вот. Человек в первую очередь чего? Дышит всякой гадостью. Потом эта гадость у него в виде частиц оседает в бронхах, он это все хозяйство отхаркивает, в лучшем случае сплевывает, в худшем проглатывает. Желудок, кишечник там надо связать, в неизменном виде вывести. Раз. Второе. Значит, многие активные вещества не нужны организму. Организм пытается вывести кратчайшим путем, то есть отфильтровывая печенью и сбрасывая с желчью. Но, получается, он сбрасывает в тонкий кишечник это все хозяйство, где опять может произойти всасывание. И вот там все это хозяйство опять же связывается молоком. Молочный белок связывает и, соответственно, обеспечивает вывод в неизменном виде. Вот для чего молоко. Всего-навсего. То есть при химическом отравлении. Понятно? При этом при биологическом отравлении молоко категорически нельзя. Вот. Так. Так, это ответил. Миф про пользу молока, потому что это миф пошел еще с деревенского молока. Но про молоко у меня есть материалы. Так, видео, аудио идут в разнобой. Значит, надо закрыть глаза и просто меня слушать. Так, а что появляются камни в почках? Камни в почках появляются от нарушения pH крови. Что в одну сторону, что в другую. Вот. Так. Нет, еще раз, материал по молоку есть. Нет, есть молоко, которое парное из-под коровы. Понимаете? Это, соответственно, один продукт. Это колострум. У него есть официальное название колострум. Сейчас в Википедии переделали вообще все, колострумом обозвали молозиво, Вот. Но теплое парное молоко, не подвергшееся еще никаким процедурам, кроме фильтрования там, через марлечку, да, это колострум. Это живой организм. Его можно сравнить с кровью. После того, как молоко остыло, тем более, когда его сепарировали, получилась хрень полная. Тем более, когда его там, допустим, уже пастеризовали. Ультрапастеризация. Я говорю, чем отличается от стерилизации? А ничем. Фактически. Понимаете? Это уже совсем другое. Мертвое уже все. Вот в чем дело. Это как можно сравнить? Вы берете парное мясо, да, готовите. И это один вариант приготовления. Или вы берете сушеное мясо, а потом размачиваете, варите, и все равно хрень остается. Или мясо, которое, значит, долго было замороженным, там в морозильниках стратегического хранилища. Понимаете, это, это мясо, да это хрень какая-то уже, а не мясо. Две большие разницы. И это не просто на вкус. Поэтому мы говорим о разных вещах. Молоко надо делить. Вот мамкино молоко из титьки. Вот самый простой пример, да.
если молоко из титьки непосредственно, блин, это вкусно, это сладко. Если, значит, молоко сцеженное, и оно, не дай боже, блин, остыло, это такая противная штука, такая гадость, понимаете? Потому что теплое – это живой организм, а вот остывшее вам как раз-таки и подсказка идет, что, блин, это пить уже не надо. Понимаете? Вот в чем дело. А так, да, блин, в деревню приезжал, особенно когда там бабушка сама хлеб пекла, не моя бабушка, блин, было изумительно. С утречка, блин, парного молочка, блин, со своим хлебом, ничего больше не надо, блин. Где-то весь день шарахался, пришел, молока, парного, хлеба, ничего больше не надо, абсолютно согласен. Но в бутылке же, в пакете это уже ведь не то, абсолютно не то, в принципе не то. Что нужно употреблять в пищу, чтобы нарастить мясо? Ну, мясо и надо употреблять в пищу. Причем желательно свинину, много зелени к этому. То есть кавказская кухня. Смотрите, как кавказцы питаются. И посмотрите, какие ребятки мясистые. Почему? Ну, потому что они из этого и наращивают вот это вот все хозяйство. Вот. У меня был период в жизни, когда, скажем так, я был не в состоянии покупать и есть мясо столько, сколько мне хочется, абсолютно вдоволь. Мясо, зелени, фруктов, там, овощей и так далее. Питался как все. При этом я считался как бы в бригаде самым сильным человеком. Вот. После этого, значит, я начал покупать мясо столько, сколько мне хочется, покупать те продукты, какие мне хочется. У меня выросла мышечная масса. И несмотря на отсутствие физических нагрузок, у меня выросла физическая сила. То есть я мог без проблем, ну, скажем так, это да, пудовую гирю, так вот спокойненько взять перед собой на вытянутой руке, так, просто вот так вот, бум, положить, поставить там. Не вопрос. Еще раз, я для этого специально не тренировался. Просто на питании, ребята. Ясно? Так. Про лапецию ничего не могу сказать. Так. Как вы прокомментируете очистку кишечника касторовым маслом? Касторка очень противная штука. Я понимаю, раньше других слабительных не было, поэтому использовали касторку. Работает это таким образом, когда организм пытается расщепить масло, сбрасывая желчь. Соответственно, желчь у нас обладает, стимулирует перистальтику кишечника, вот эти вот движения кишками волнообразные. Ну, пожалуйста. У вас результат тот, который есть. Например, на меня не действует ни касторка, я ее перевариваю, ни оружейное масло. Все равно перевариваю, понимаете? Вот. И чистить кишечник касторовым маслом как бы смысла нет. Вы рискуете получить раздражение кишечника, раз. Вы рискуете получить геморрой, два, потому что слишком много желчи. Вот. А желчь в толстом кишечнике приводит к воспалительным процессам. Вот. Она должна быть погашена до толстого кишечника. Вот. Лучше всего использовать для этих вещей баркал. На сайте у меня написано, как он изготавливается. Это солевое слабительное. 3 компонента. Вот. 1 продается в магазине, 2 в аптеке. Смешиваете правильно друг с другом. 3 дня принимаете. У вас все замечательно. Через 3 дня можно перестать принимать баркал. Достаточно будет просто принять воды. Просто добавь воды и уже убежал. Там чистится прекрасным образом все. Причем мало того, один из компонентов обеспечивает прекрасную абсорбцию
различных ненужных элементов из крови. Так. Там, по-моему, статья так и называется на сайте, чтобы полегчало. Вот. Так. Почему, принимая антиоксиданты для повышения иммунитета, становится хуже? А вы останавливаете просто-напросто окислительные процессы в организме. Почему вам должно быть лучше? Может, вам наоборот надо добавить, закислиться немножко. Для того, чтобы быстрее все эти процессы прошли, наконец-таки успокоилось все. Не надо лазить грязными руками в организм. Дайте ему самостоятельно работать-то. Поймите простую вещь. У вас все должно регулироваться питанием. Правильное питание определяется правильным вкусовым восприятием. У вас не должно быть в еде сладкого и много мучного. Если вас тянет на сладкое, на мучное, это говорит о том, что у вас присутствуют глисты, причем в том числе в 12-перстной кишке. Это факт просто. Понимаете? Вот как только вместо сладкого вы вдруг съедаете перца, пол чайной ложки, сухого, молотого, кайенского, у вас почему-то пропадает тяга к сладкому, раз, появляется слизь в кале, два, а при регулярном использовании этого перца почему-то вдруг организм начинает лучше функционировать. Да. Некоторые желудочно-кишечные заболевания куда-то деваются. Как раз те самые, которые перечислены в качестве симптома гельминтоза. Все. Так, полипы бородавки – это гельминтоз. Так, поэтому в городе не чувствую никакой пользы. Все верно. Панкреатит излечим. Чем, как? Так, это на консультацию, пожалуйста. Там расскажу подробно. Так, вода из ключа вкусная. Все верно. Так. Перцовка может заменить водку? Меня? Ну почему не тянет на сладкое мучное, блин? Я что, по-вашему, где-то на Луне живу, в стерильном воздухе? Я ж точно так же хожу по улицам, дышу тем же самым воздухом, покупаю те же самые продукты питания, естественно, все это дело хозяйством. Получаю точно так же, понимаю, если, блин, потянуло так, где-то что-то хапнул. Теперь погоняем, соответственно. Вот. Для этого я уже показывал. Есть у меня вон перцовочка стоит. Перцовая настойка на спирту. Вот. Например. Раз. Перец сухой. Каенский есть. Молотый. Для этого 2. То есть так-то. Еще раз говорю. От глистов нельзя избавиться один раз и навсегда. Блин. Просто потому, что мы дышим этим воздухом. Раз. Потому что мы едим эту зелень, ее если сварить, будет фигня, блин. А хочется и свежую, понимаете, и так далее. Как часто нужно гонять? Да по факту надо гонять. Просто подцепил что-то, понял, что подцепил, ну так и вперед. Соответственно, вот. Просто перманентно, блин. Жизнь это борьба. Жизнь это борьба. Как минимум до обеда с голодом, после обеда со сном. Вот. Так. Но сладкое может тянуть при сильной мозговой деятельности? Может. Так, стоит ли обращать внимание на другие показатели железа, кроме гемоглобина? Да, потому что ферритин и гемоглобин это мало связанные между собой вещи. Понимаете? Вот. Еще может быть железодефицитная анемия, а может и не быть. Вот. Шоколад люблю, не могу. Ну, значит, магния не хватает именно в таком виде. Попробуйте непосредственно, значит, какао, порошок, золотой ярлык.
или серебряный ярлык, туда добавить, ну, фиг с ним, блин, ложку там, ну, возьмите темного сахара. Тростникового темного, он все-таки не такой, блин, вредный, как белый собака. Вот, перемешали аккуратненько, потом туда добавили чуть-чуть, там буквально пару столовых ложек кипятка крутого, перемешать все это дело, потом туда бахнуть сливочного масла, только хорошего сливочного масла. Количество ингредиентов, соответственно, на вкус. Опять перемешали, чтобы было достаточно густенько все это дело. Вот, и ешьте. Я думаю, блин, шоколад вам расхочется после этого. Вот, будете делать такие штуки для себя. Однозначно. Вот. Самый простой вариант — это взять нормальную сгущенку, белорусскую, рогачевскую, например, и, соответственно, туда набабахать этого самого какао, блин. Вот. Будете, блин, все это есть, как тот кошак ту рыбу, блин, с урчанием, и у вас это будет не отобрать, будете кусаться. Вот. Так. Почему начинаю есть перец, становится хуже, упадок сил, энергии? Не знаю, какой перец вы едите и почему у вас от этого упадок сил, энергии. Так, у Столешникова написано, что дистиллированную воду он разбавлял чуток природной минералкой. Ну, ради бога, вреда не будет. Еще раз, я езжу в это самое... Периодически набираю воду из артезианской скважины. Перестал покупать эту хренотень, блин. Теперь езжу, значит, наливаю бесплатно, дешевле обходится. Вот. Плюс ко всему у меня присутствует, опять же, боржоми. Вот. Например, не знаю, с дистиллированной не заморачиваюсь. Просто хорошая вода и все. Как относитесь к использованию микроволновки? Отрицательно. Отрицательно. Если постоянно хочется апельсинов, что не хватает организму? Скорее всего, шкуры апельсиновой-то не хватает. Шкуры апельсиновой. Вот вы возьмите, заварите чай со шкурой от апельсина. Не сам апельсин ешьте, а съешьте его со шкуры. Или шкурку почистите, но предварительно помойте, заварите в чай и съешьте вместе с чаем. Вот тогда, я думаю, вы поймете, шо почем. Перестанет постоянно тянуть на это все. Так, видите, уже начинаю за это самое заговариваться. В принципе, 2,5 часа уже. Пора завязывать. Так. Никак не могу поправить железопитанием. Врачи рекомендуют капельницы. У вас не хватает магния. У вас не хватает магния в организме. Так, не хватает магния, скорее всего, не хватает йода. Йодомарин, йодонормин, хоть что-нибудь, йодид калия, йодат калия, без разницы. Ну, хотя бы по 50-100 микрограмм с утра. Как минимум в первой половине дня. Я думаю, нормализуется. Ну и магний в обязательном случае. Для магния лучше всего использовать, например, свеклу. Попробуйте в разных видах: вареную, печеную, сырую, там с чесноком, в салатике, там без разницы как. Но надо попробовать во всех вариантах. Какой-нибудь свой именно найдете, и все восстановится. Нет, но сладкое при интенсивной мозговой деятельности может тянуть именно потому, что мозг очень интенсивно расходует глюкозу. Поэтому да, на это может тянуть. Проверил микроволновку поподробнее. Ну, блин, не нужно эта хрень, модифицирует она продукты, блин. Неправильно ее использовать. Неправильно. Так.
Как попасть на консультацию? На консультацию попасть очень просто. У меня есть сайт levbulldozer.ru. Заходите туда. Слева там зеленая кнопка. Консультация. Вот. Записываетесь. Йодированная соль. Но это в обязательном порядке. Она должна использоваться как минимум. Дело в том, что у нас йод расходуется интенсивно, когда идет интенсивное заражение организма какой-нибудь заразой, понимаете? Как только паразитная нагрузка вырастает, именно паразитарная нагрузка, как только вырастает на организм, так может перестать хватать йода, что характерно. Вы поймите, у нас сейчас требования к качеству продуктов на содержание всякой заразы, оно не просто в разы, оно на порядке отличается от советского. Вот и в чем дело. На порядке. То есть один порядок – это один нолик. Понимаете, несколько порядков – это 2-3 нолика. Вот и в чем дело. Если у нас сейчас рыба идет с глистами, как нехрен делать, это норма считается. Но они же дохлые. Да? Замечательно как. Если хочется закусывать красную икру черной, это чего не хватает? У нас сейчас 106 человек смотрит, поэтому я не буду комментировать этот вопрос, хорошо? Так, блин. Совести точно. Так. В бананах нет, в бананах калий. Калий в бананах. И то, блин, не тот калий, который, например, в помидорах, не тот калий, который в томатной пасте. Вот. Ты зажрался. Да, привет Израилю. Да. Как-то так. Ладушки, ребятки. В принципе, на все вопросы я ответил. Вот. Лучше почаще, но понемножку, блин, чем помногу, но по это самое. Вот. Вареные томаты, тогда уж лучше тушеные. Но здесь опять же, у каждого свой вкус. Один любит арбуз, другой свиной хрящик. Понимаете? Вот. И именно таким образом надо определять. Для этого вам вкусовые ощущения даны, чтобы вы понимали, что вам нужно, что вам не нужно. Вот. Как-то так. Как-то так. Все. Всем спасибо, кто пришел, кто меня смотрел. Вот. Кто поставил лайки, кто не поставил, те ставьте, соответственно. Подписывайтесь на мой канал. В последнее время что-то вообще, блин, дикое происходит у меня на канале. Такими темпами скоро дойдем до 0 подписчиков. Вот, да. Как-то так. Как-то так. Все. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте видео, умнейте. Вот. До свидания.